Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал «Грани вкусов жизни». Меня зовут Елена. Сегодня поделюсь с вами замечательным рецептом заварного бородинского хлеба в хлебопечке. Пользуюсь вот такой хлебопечкой уже более 8 лет. В этой хлебопечке можно испечь основной хлеб, диетический, ржаной, что для меня было очень важно, французский, хлеб без глютена. Можно сварить небольшое количество варенья. Очень хорошо делает тесто для пельменей и пиццы. И можно испечь небольшой кекс или небольшую шарлотку. В хлебопечке есть 2 лопаточки для замеса теста. Одна лопаточка используется для замеса белого основного хлеба. Мы уже снимали на нашем канале видео про белый хлеб с отрубями. Сейчас появится ссылочка вверху экрана, можете посмотреть этот рецепт. И обязательно оставлю ссылочку под видео. Вторая лопаточка используется для замеса ржаного хлеба, который мы будем сегодня печь, и использовать будем вот эту лопаточку. Для бородинского заварного хлеба используем солод ржаной ферментированный. Буду пользоваться лопаточкой, которая идет в комплекте с хлебопечкой. И включу весы, чтобы вам было понятно, сколько грамм у нас идет на изготовление хлеба. Потому что рецепт будет дан именно в граммах, а не в ложках, стаканах или лопатках. Первое, что нам нужно сделать, это заварить ржаной солод. Берем 3 ложки солода. Получилось 44 грамма. Давайте сделаем 45. У нас получилось 45 грамм ржаного ферментированного солода. Мы должны его залить кипятком. От общего количества воды берем 80-100 грамм кипятка. Вот, я взяла 100 грамм кипятка и просто выливаем в солод. Хорошо перемешали, чтобы он весь набух. Отставляем его, он нам пока не нужен. Солод добавляется в самом конце. Используем дроющий быстродействующий Саф-Момент. Включаем весы. Первым засыпаем дрожжи. Очень небольшое количество белой пшеничной муки. И ржаная обдирная мука. Обнулю, чтобы было понятно, сколько ржаной муки. Ее много. Тоже обязательно просеиваем.
420 грамм муки. Чайная ложка соли. Добавляем 2 столовых ложки меда. Это получается от 50 до 80 грамм. Используем разрыхлитель, потому что эта мука цельнозерновая среднего помола. Без разрыхлителя плохо поднимается. И даже если поднимается, то после выпечки крышечка у хлеба может просесть. Три столовых ложки растительного масла, обязательно без запаха. Аграм темный для ржаного и ржано-пшеничного хлеба. Используется для повышения эластичности и затемнения мякиша. Улучшает вкус и аромат хлеба. Можно делать и без него. Это сильно не ухудшит вкус хлеба. Добавляем 1 ложку. Большая ложка молотого кориандра. И маленькая ложечка тмина. Пока мы все это делали, закваска наша остыла. И теперь мы добавляем сверху заваренный солод. Добавляем воду. Общее количество воды в рецепте 500 грамм. Так как мы взяли на заваривание солода 100 грамм, доливаем 400 грамм воды. Так. Ставим в ведро хлебопечку. Включаем хлебопечку и выбираем программой режим ржаной. Время выпечки 3 часа 30 минут. Включаем старт. Не все хлебопечки хорошо промешивают ржаную муку, поэтому открываем. Вот уголочки она не все промешивает. Вот так помочь, чтобы она мешает, останавливается. В это время можно вот так помочь ей. Когда убедились, что все уголочки чистенькие. Так, еще вот этот уголочек надо. Вот еще один уголочек, смотрим. Опа.
вот этот последний угол посмотрим, и все. Вот, все промешано. Все, что налипло от лопаточки, добавляем назад в тесто. Все. За час 10 до окончания работы хлебопечки посыпаем хлеб зернами кориандра. Можно раздавить их пальцами, можно посыпать целыми. Открываем хлебопечку и быстро посыпаем хлеб зернышками. Хлебопечка нам сигнализирует о том, что выпечка закончена. Отключаем хлебопечку, даем постоять в ней хлебу 10-15 минут. Открываем. Ведро очень горячее. Доставайте ведро в перчатках обязательно. Вынимаем хлеб. И достаем его из ведерка. Хочу показать вам, сколько по весу получилась такая булка хлеба. Получился килограмм 35 грамм. Настоящий бородинский хлеб тяжелый, не дает крошек и слегка прилипает к ножу. Бородинский хлеб приобретает свой замечательно темно-коричневый цвет за счет ферментированного солода, который добавляется в заварку. Бородинский ароматный заварной хлеб готов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, задавайте вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. До новых встреч, друзья!